Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашу встречи с Игорем Мосейчуком. Он на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы знаете, я столкнулся с тем, что в последнее время, конечно, самое острое, самое сфокусированное внимание сейчас приковано к ирано-израильским бомбардировкам друг друга. Трамп, который там говорит загадками, хотя в принципе его правильно считывают, да, вроде как аятоллу уничтожать не хочет, как Нетаньяху. Макрон, кстати, это тоже осудил, но что-то, в общем, готовится к какой-то реализации. Да. Заправщики американские полетели в сторону Ближнего Востока. В общем, будет, видимо, следующий виток еще больше, чем предыдущий. Однако в этом всем теряется Украина. И об этом нужно и стоит говорить. Беспрецедентно большой, массированный, такой точечный обстрел Киев пережил прошлой ночью. Видимо, переживет еще и еще, потому что хоть у нас и есть отчеты ПВО, которая там сработала фантастически, да, ну насколько там возможно, многие цели сбила, поразила, но Киев в огне был под утро, гасили там на протяжении суток, как обычно, то есть были попадания. И вот этот удар уже вызывает определенный ряд вопросов. Игорь Владимирович, слушайте, непогрешимость Притулы, который фотографируется на складах с дронами-тарасами, может, нужно куда-то засунуть поглубже, да как-то задать вопросы? Ровно как и, наверное, Зеленскому, который фотографируется и показывает западным партнерам в большевике, да, там какое-то производство каких-то дронов. Что-то, кажется, сломалось и пошло не так. Ну и, конечно, никакое ПВО не справится, когда в одно место летит там 20 шахедов или там еще какое-то подобное число. Смотрите, Александр, очень правильный вопрос. Попытаюсь ответить максимально тоже точно. Смотрите, давайте... Сегодня назначен новый генеральный прокурор Руслан Кравченко. Я глубоко убежден, что Сергей Притула должен быть задержан, допрошен, получить подозрение, арестован и отправлен в СИЗО. Мы знаем массу людей, которые сидят, вина которых еще не доказана, которые либо сказали что-то о блокпостах, например, владыка Арсений из Святогорской лавры, и туда ничего не прилетало, внимание, либо снимали там шахеды с окна, да, там, как сбивают, и сидят в СИЗО. Тут в данном случае вы сравнили с выходкой Зеленского, но не оправдывая Зеленского, потому что он медийщик, он все четко понимает и должен четко сам контролировать подобные процессы, но в данном случае вот эта вся его эти медиашлюхи, которые у него там работают в офисе, они взяли, разместили эти фоточки с партнерами, видосики, и через Остин явно было установлено, где оно снято. Но в случае с Притулой тут и Остина не было. Понимаете, в чем вопрос, Александр? Тут вообще дичайшая ситуация. Этот подонок подписывал придите в Национальный авиационный университет. Тут вот в ангарах такие самолетики, такие эти, такое это, такое то. Понимаете? То есть он четко навел на Национальный авиационный университет Украины российские шахеды. И тут должно быть следствие. Оно должно быть и по заводу «Большевик». Но если там можно съехать на идиотов-медийщиков, да, которые... то тут же подписано все. Тут даже экспертиз проводить не надо. Тут все явно как божий день. Вот оно. Второе.
Руслан Кравченко служил в военной прокуратуре, я думаю, он понимает и эту ситуацию, а вот это вот свести снаряды под Киев в одно место, поскладывать в ангарах, 16 прилетов, взрывалось до 8:40 утра. Жулян в результате нету, ну, от слова вообще, понимаете? Цистерны, которые стояли и горели, их там с вертолетов гасили на левом берегу. Это все должно быть расследовано, и у каждого этого преступления есть свое имя. В случае с Национальным университетом это имя Сергея Притула. И же товарищи, там Чмут, другие, которые это все публиковали, понимая, ну, они ж нам что говорят? Мы волонтеры, мы почти военные, мы все передаем военным, мы вот сотрудничаем с СБУ, с этими, с этими. Но в данном случае это наводка 100%. Они не могли не понимать, что они делают. Вопрос, наводка в интересах кого? Это, ну, надо задаться вопросом, потому что нашу авиастроительную галузь, так сказать, ее же уничтожали не только россияне сейчас, да, этими дронами, а ее уничтожали экономически, по-другому, в том числе вот эти товарищи с ПУА, ну, Притулы, там вот, соросятка, да, как говорят, вот, они не видели промышленности, ну, такой. Или их хозяин не видел, ну, не знаю, кто там. То следствие должно было бы разобраться, если бы, ну, оно было. Поэтому, когда сегодня голосовали за генерального прокурора в парламенте, я ожидал два вопроса. Я их даже написал. Для того, чтобы, ну, депутаты взяли, у кого ФБРЖ есть, и задали. Первый вопрос. Готов ли генеральный прокурор после позитивного голосования прямо на трибуне подписать подозрение и вручить другу президента, бизнес-партнеру его семьи Тимуру Миндичу за разворовывание на оборонительных сооружениях Сумской и Харьковской области. И второе, по Сергею Притуле, ну, то же самое. Но яиц не оказалось. Не оказалось. ФБРЖ были пластилиновыми. Одна Ирина Геращенко попробовала задать вопрос там о друзьях каких-то МРФных, даже не назвал ни примеров, ничего. Все остальные вообще языки в зеленую попу и сидели там, кнопочки нажимали. И обратите внимание, и хочу, чтобы зритель это знал, что генеральный прокурор назначен голосами «Слуги народа» и ОПЗЖ. Без голосов ОПЗЖ ничего бы не было. Поэтому они несут и разделяют ответственность за все действия генпрокурора. И когда он их будет сажать, я буду только аплодировать. Мне рассказывают, они военнопленные. Это они, может, кто угодно, ну, быть. Но хотя бы инстинкт самосохранения должен быть. А его нету. А нету, знаете почему? Потому что имущество растет во время войны, ну, вот как у Юрия Бойко, да, например, и голоса отдаются. Фирташа все облгазы национализировали. А этой части группы, ну, Левочкин, Бойко, нет. Ну, наверное, власть, значит, навстречу идет. Ну, я так понимаю, они власти. Власть им партнеры. Соловей. Ну, почему проголосовала Юлия Владимировна, мы тоже догадываемся, ну, и ее фракция. Тоже нажали на определенные семейные моменты, толстые обстоятельства, связанные с ее зятем. Вот.
Петр Алексеевич понимает, что Кравченко идет на должность, в том числе подписать ему документы, поэтому и не голосовали. Голосята пытаются сыграть в свою политику какую-то будущую. Я, правда, не понимаю, какую. Не проголосовали. Вот показатель. А подозрений нету. Вот мне интересно, вот сегодня генеральный прокурор сегодня заезжает на Резницкую. Притом он не просто заезжает, он возвращается. Он же там служил, правда, поменьше чины, но он во всем разбирается, все понимает. Это, не человек как бы с улицы какой-то. Это даже не Костин. И тем более не Венедиктова. Он приезжает. Первое, что бы я сделал, я бы позвал бы прокурора, который за преступления в военной сфере отвечает, и задал бы вопрос. А скажите-ка, пожалуйста, по снарядам, по этому, по притуле, и давайте эти все материалы мне на стол на вечер. И вечером бы уже вышел и сказал, вот первый рабочий день, страна, получи. Вот я в этом разбираюсь, это военная цель. Плюс до того, у меня вопрос к Кравченку тоже такой прямой. Думает ли он возобновить работу военной прокуратуры, которую убил Рябошапка с Чумаком? Снимали бывшего начальника Кравченко Матиаса, никак не могли придумать, как снять, решили военную прокуратуру ухайдокать. И перед войной это произошло, такое, как на диверсию смахивает. Так как Кравченко служил в военной прокуратуре, то я так понимаю, что он должен понимать необходимость ее существования и возобновить. Хотя бы в чем-то же должен быть порядок. Хотя если бы мы услышали ответы на те вопросы, которые я предлагал поставить депутатам, мы бы поняли для себя, мы имеем генерального прокурора в воюющей Украине или мы имеем обслугу зеленых гнид с Банковой. А так как вопросов нету, вообще это вопрос риторический, конечно. Висит в воздухе, витает. Вопрос только заключается еще в том, что у нас же очень много, таких, эпизодов. В Лукьяновском СИЗО депутаты сидят разные, там куча этих госизменников, предателей. Но они сидят без приговоров, они вот просто сидят в СИЗО. Там, Дубинский, Шевченко, там целый ряд других фигурантов. И тут же возникает главный момент. Вы говорите, что генпрокурор новый, его задача будет взять на мушку Порошенко. Так а с этими как? Или тут задача просто посадить в СИЗО? Как Коломойский сидит и сидит себе. То есть нет приговоров. И это может длиться годами, десятилетиями. Смотрите, это люди, взятые в плен. Генеральная прокуратура при вот этих зеленых генеральных прокурорах, особенно Венедиктова и Косина, она дошла до такого состояния, что она не способна посадить никого. Просто никого. Вот они в тюрьму кидают людей, и они там сидят, продлевают ручные судьи, и все, и сидят они, сидят. Сможет ли отладить работу прокуратуры, чтобы довести до реального приговора где-то хоть что-то, или оправдания? Я думаю, нет. Она развалена, она в дрободане, понимаете, Александр? Это невозможно. Я не хочу даже обсуждать там опыт, профессиональное качество Кравченко. Почему? Потому что все находится в ручном управлении банка. Вот он руководил налоговой инспекцией, администрацией, да? Мне прямо говорили, ключевые решения принимались в кабинете Андрея Борисовича Ермака.
То есть мы сегодня фактически получили генерального прокурора, который будет выполнять с понятного кабинета понятные указания. Что касается политических заключенных, политических преследований, ну вы посмотрите, вот если пристально присмотреться к вчерашнему визиту Владимира Александровича Зеленского в Вену, все встает вообще на свои места. Это же уникальная история. Понимаете, это уникальная история. Я вам предлагаю, друзья, посмотреть на этот визит под призмой страха. Ни в одном городе мира не было такого переполоха в связи с приездом Зеленского. На фронте такого не было, когда он посещал. Видно, что договаривались, чтобы не ударили в тот момент туда никто. Понимаете? 500 полицейских. Окруженная историческая часть города. 30 с хвостиком машин, 14 мотоциклов, 3 вертолета, слежка за политическими оппонентами Зеленского в Вене. Ну, за машиной, на которой я передвигаюсь, там ездили вчера весь день. На чешских номерах мы сегодня обращение в полицию подали даже. Кто ездил, почему и так далее. То есть у него страх. Он боится этого города, боится людей, которые украинцев, которые в нем живут. У него страх. Чего он боится? Тухлое яичко, которое могло прилететь? Или боится, что придут и зададут вопрос о Миндиче и оборонительных сооружениях, о других коррупционных действиях, о посаженных людях, тех же политзаключенных и так далее, и так далее. Он боится, потому что Вена как центр свободных людей. Он же туда из-за этого и не приезжал. У меня даже дискуссия с Константином Петровичем Бондаренко была по этому поводу. Зачем он едет, в Вену? Потому что логики приезда не было, вообще. Тем более он сам написал, что возможен удар, да, ракетный, там все, и свалил. Это абсолютный цинизм. Мы к этому уже привыкли, да, если честно, все украинцы. Да? Абсолютный цинизм, но то хотя бы чем-то оправдывалось. Подождите, вы же помните удар? Они там в ЮАР были. Ни о чем визит. Ни о чем. Киев обстреливали, был серьезный обстрел, помните, в этот день. И он потом срочно возвращался, собирал этих послов. Они там на месте удара ходили, возлагали цветочки, эти игрушки. Сегодня такая же история, только уже эти послы собираются без Зеленского. Смотрите, тут правильно. Тут очень простой вопрос опять к прилетам к этим. А я дико извиняюсь. У меня вопрос. А почему не было по Урядовому кварталу, по Новопечерских Липках, по Кончезаспе, по Казину? Договорняк? Или как? А какая цель визита в Австрию? Вот кто-то может объяснить? Австрия нейтральная страна. Правильно, оружие дать не можешь. Этот самый и не даст. Гуманитарную помощь как помогала и сколько может, помогать, сколько и помогает. Какая цель? Константин Петрович нам говорил, что встретится с участниками Бельдерского клуба, да? А у меня другая точка зрения. Он ездил, и я знаю точно, возил списочек людей, которых хочет, чтобы Австрия экстрадировала Украине, передала. Я не знаю точно, кто в этом списочке. Я знаю, что там 21 человек.
Ну, подозревать мы можем, понятно, да, кто там проживает и так далее. 21 человек, и вот он хочет, чтобы вернули в том числе его политических оппонентов. Я знаю реакцию, которая вчера была на это все. Ему задали вопрос: а вы генеральный прокурор? Владимир Александрович: нет. А мы не судьи. А у нас в стране суд это решает. А мы не можем на него влиять. Ну и на этом вся история как бы и кончилась. У нас только осадочек. Ну, остался в украинцев. Слушайте, а правда какая интересная история? То есть тяжелейший обстрел, Зеленского в стране нет. Он за политическими оппонентами поехал. То есть становится уже как какая-то закономерность. Плюс очень, особенно с самого утра, лично это цепляет за живое, да, там Ермак публикует пару супружескую, которая смотрит на развалы дома, из-под которых достают его сын, и сына, их сына. И где-то это уже было. Понятно где, в Кривом Роге. Когда этих родителей несчастных, которые там держали за руку погибшего сына, снимали, показывали, фотографировали, демонстрировали, сутки двое помусолили в медиапространстве. Но, собственно, на этом и все. И вы же понимаете, в чем вот эта вот обида, горечь и осадок, да? В том, что, понятно, это невосполнимая утрата для этих людей. И в первом случае, и вот в свежем, недавнем имеется в виду, в Киеве, который произошел. Но там же потом не говорят, а что вообще с домами? А там как-то вот предложат какое-то жилье, а как вот там какую-то компенсацию или чем-то помогут хотя бы этим родителям. То есть их отработали медийно на камеры, их показали на слайдах западным партнерам, на там Г7, откуда слинял Трамп, по своим соображениям. То есть их покажут, скажут: вот смотрите, разваленный дом на Соломинке, вот смотрите, прилет там еще куда-то, давайте нам ПВО, дайте нам... То есть, а дальше что с этими людьми и как они будут жить всю оставшуюся жизнь, вообще никого не интересует. Смотрите, Александр, это вообще высшая степень цинизма, пиар на этих людях, пострадавших от обстрелов, на погибших, на разрушенных домах. Этим же страдают все. Вы же посмотрите, идут обстрелы, только сообщают: небо чистое, да, и сразу селфи: мэры, пэры, депутаты, министры. Вот кто-то может мне объяснить, что на завалах делал министр внутренних дел Игорь Клименко? Завалы разбирал руками, спасал кого-то. Пиарились. Все ездят пиариться. У вас что, пресс-службы нету объявить, как спасательные работы проходят? Есть, да? Зарплату получают. Но тут же селфи. На фоне разрушенных зданий. Тут вот так. Цинично. Потому что министр внутренних дел должен был бы выслушивать доклады по поводу Притулы, склада, на который навезли снаряды, других наводчиков, вертолетчиков, и тому подобное. А он ездит и рассказывает: вот тут попали туда. Я вообще после вчерашнего, конечно, вот этой истории с погибшими, антикризом по передаче погибших, я вообще считаю, что этот человек должен уйти. Он понимает, что готовятся изменения правительства, что его не видят в новом составе правительства, и он хочет выслужиться. Он выходит и опять начинает за Зеленским нести белиберду. Притом это белиберда, понимаете, Александр, вот выходит, говорит министр внутренних дел, которому подчиняются в том числе эксперты, которые проводят идентификацию тел.
Он-то цифрами владеет, сколько тел оказалось не тех. Ну, блуждающих, ну, ошиблись, ну, 3, 5, 10, 20, ну, понимаете, 3000. Но он понимает, что там, ну, десяток-два максимум. И Он то, вы... может, не тело частей, там же понятно. Да. Он выходит и на всю страну начинает повторять вот эту историю, понимаете, да, о том, что, может, нам подсовывают, может, специально, а может, не специально. А сколько подсовывают и как это влияет на информационную, ну, повестку? Он же молчит. Он же не говорит никаких цифр. Нам подсовывают, может, там одно тело ошиблись. Или часть тела, ну, как вы правильно говорите. Но это цинизм крайний опять. А потом, когда я вижу, что вот эти медиашлюхи с Банковой понаписывали для своих и начинают разгоняться, и нам начинают рассказывать, что чуть ли не на мотоблоках пиляют тела наших защитников, чтобы частями нам передавать. Да хотя бы дебилы, с экспертами пообщайтесь, недоразвитые. Идентификация тел происходит по ДНК. И если его распилить даже на 150 частей, то идентификовано одно тело будет 150 частей. Ну, вы что, больные? Что вы несете людям? Ну, Ну, а вот эта история, что почему так много? Да они из могил повыкапывали на оккупированной вот это территории. же, да, вот это мадам. Я когда ее услышал, ее надо вообще изолировать от информационного пространства за вот это, ну, то, что она вчера несла, это неприемлемо ни по отношению к противнику, ни по отношению к своим, ни по отношению к Господу, вообще ни к чему. Это в голову не вмещается. Я когда это слушал, я думал, может, мне кажется, может, это стендап какой-то, знаете, для этих готов, да, там, ну, вообще, ну, волосы шевелиться начинают. Ты же понимаешь, что это выдумка чистой воды. Но там же очень интересно, потому что за шокирующим вот этим, ну, как вы выразились, который вас шокировал, да, как по повествованием, вот этим сложенным текстом, оно настолько шокирует, что мораль, она же абсолютно, ну вот, прозрачна, как слеза младенца. Мол, это все для того, чтобы украинцы не возмутились, не вышли на Майдан, не начали сбрасывать власть, не предъявляли ей претензии. О как! Представляете? Получается, у Зеленского есть страх, ну вот, в Вене, который вы описали, а у системы Зеленского есть страх внутри. Эти два страха взаимосвязаны. Почему? Потому что страх в Вене перед Веной связан с тем, что там свободные люди, которые не боятся говорить, которые не боятся доносить это до иностранных так называемых партнеров, до иностранной общественности, которых все больше и больше слышат, которые ищут все новые и новые медийные площадки. Он вводит санкции, они открывают новые. Он требует их выдать, они продолжают. То есть это уже сформированное общество свободных людей, которые хотят вернуться и вернуть свободу мысли, свободу говорить в свою страну. Понимаете, да? То есть а внутри страны происходят вещи, которые надо скрыть, надо спрятать. И для этого этих агентами Кремля назовем, а этим расскажем о выкопанных трупах и переданных под видом этом самым. Это один страх. Это страх перед свободой, перед правдой, перед свободой слова и перед свободными людьми. Это страх, который испытывают все диктаторы.
когда они узурпируют власть и удерживают ее, а когда еще система находится в таком, ну, в дрободан разнесенном состоянии, применю такое выражение, то этот страх же усиливается. Это что ж надо было австрийцам рассказывать? Чтобы, ну я говорю, ни в одном городе мира такого не было. Это же надо было рассказывать, что с гранатами придут, гранатометами, я не знаю с чем. А может, тухлое яичко боялся, я не знаю. То же самое в стране. Ну, не верят люди, не верят. Им врут, а они все больше и больше не верят. Поэтому надо воспользоваться принципом Йозефа Геббельса. Чем больше ложь, тем мы в ней будем убеждать. Так они не понимают, что такое ложью. Это они начинают оправдывать агрессию. Понимаете? Они же начинают представлять, когда ты видишь, что врут, то там даже правда будет, скажут врут. Понимаете? Абсолютный этот самый, абсолютно дисбаланс во всем. И на фоне этого, на фоне страдающих людей делается пиар, делается какая-то политическая борьба, вот это вот соревнование, этот Ткаченко бегает за Кличком, кто больше там снимется, сфотографируется, тут еще Клименко вклинивается, понимаете, смотришь на это все и думаешь, вы что, чокнутые? Но это трагедия людей. Есть спасатели, есть люди, которые героически спасают других людей, иногда и сами гибнут, ранения получают. А вы приехали на 5 минут попиарились. А если ваш пиар обернется повторным ударом, ну вы же выкладываете локации, тоже это все видят, потом будете как Притула сейчас. Чего он молчит? Ну, что молчит Притула? Что, сказать нечего? Ну, а что Понимаете? тут скажешь, да. Не, ну тут придется говорить. Я уже сейчас с юристами готовлю заявление в правоохранительные органы, и мы будем возбуждать уголовное дело и доводить до конца. Потому что ну, Зеленский же тыкает пальцем, этот изменник Родины, этот наводчик, вертолетчик, вот этот, а тут что-то не видят. Потому что делятся или потому что работают в одной системе координат. Тоже парадокс. Вот Притула, сборы. Стерненко с Лебигой собрали там, позавчера, кажется, ну, на днях, в прямом эфире 2 миллиона на русорезы. Собрали, классно, сфоткались. А в Луцке тоже парень, волонтер. Меньшего калибра, спортсмен, волонтер, попал в лапы ТЦК. Потом через сутки объявили семье, что он при смерти в больнице. Семья приехала, сфотографировала, вот там 2 операции, в общем, ужас, что с ним происходит, черепно-мозговые, кошмар. И они тоже объявляют сбор на то, чтобы помочь ему на лечение, выжить ему, помочь на жизнь этого парня из Луцка. Начали выяснять, слушайте, а ТЦК ни при чем, говорят, вот мы его взяли, мобилизовали, в учебку отправили. Это в учебке разбирайтесь, что там с ним произошло, упал с машины или какая-то другая история. Ну, странно как-то падение с бортовой машины, когда у тебя один глаз полностью синий, ну и куча других, скажем так, повреждений. Слушайте, какие разные сборы в Украине? Совершенно разные. Смотрите, Александр, я очень обеспокоен вот этим случаем в контексте еще двоих, ну, которые на протяжении последних дней было. Вы не заметили тенденцию выпрыгивать с машин ТЦК и насмерть разбиваться начали? Что-то такая тенденция. И мне кажется, они забили ли человека и на скорости выкинули
для того, чтобы замести следы. Ну, не сумасшедшие бросаться там на такой скорости, что разбиться, ну, убиться, понимаете? И тут такая же история. Прыгал с бортовой машины, на 2 операции напрыгал. Понимаете? Просто не работает, это опять же к тому же Клименко, не работает правоохранительная система. Абсолютно. Ну вот смотрите, случай, Киев, перекресток. Едет судья Мартынов, глава Шевченковского суда. Я не могу утверждать, кто прав, кто виноват, для этого следствия. Ну, должно быть. Сбивает мотоциклиста. Или мотоциклист его, я ж не был на месте, следствие, ну, должно быть. Сбил. Очень нервничает, куча людей, все снимать начинают. Прибегает водитель этой госмашины, Toyota Camry, говорит, это я был за рулем. Парня отправляют отправляют на лечение, с лечения домой, дома ему становится плохо, потом приходится часть яичка удалить. Извиняюсь за подробности. Человек не помнит после аварии ничего. И следствия нет. Ну, может, и этот парень виноват, я не знаю. А может, судья. Но подозрительно же как-то следствия нету. Понимаете? То есть, один выбросился с машины насмерть ТЦК, второй где-то на полигоне прыгнул, 2 операции сделали, третьего судья сбил, органы поудаляли, а дела нету. Дела нету. Понимаете? Система правоохранительная лежит. Там, где лежит правоохранительная система, там побеждает либо тотальная диктатура, где появляются вот такие вот смерти странные, как мы говорим в ТЦК, от рук ТЦК и тому подобное, либо беспредел. До беспредела пока не дошло, такого я имею в виду, всеобщего хаоса, понимаете, да, о чем я? Но прямо идет системное под видом там самоубийств, выпрыгивание из машин и так далее, и так далее. Ну, я не верю, что на протяжении недели 3 человека выпрыгивало с машины, 2 летально, 3 выжил, но 2 операции. Ну, это, знаете, это опять-таки, это нужно к историкам будущего обратиться, есть такое выражение. Это вот как почему-то, когда такие обстрелы, ну вот опять-таки, только рейтинг ниже, во-первых, Зеленский постоянно за границей, только рейтинг ниже, сразу случается какая-то трагедия, какой-то обстрел. Только люди уже начинают думать, ну, мол, хорош, уже хорош, сразу вот обстрел. 15 уже погибших насчитали, да, из-под завала в Киеве достали. В Одессе тоже тяжелейший обстрел. Ну, понимаете, вот это вот к историкам будущего. Точно так же и здесь, понимаете, вот к историкам будущего вопрос. А как так получается, что в Тисе все тонут? Там то и Тиса, если разобраться. Не, ну понятно, опасная горная река, там, ну, и так далее, вода, холодная вода. Так а летом чего тонут? Ну, то есть, это что? Человек, который неуверенно плавает, он вряд ли поплывет через эту Тису, да? Ну, то есть, тоже вопрос. А потом находят. Экспертиза, не экспертиза, от чего там погиб человек, что там с ним произошло. Никто же не говорит. Ну, вот утонул в Тисе. Все засекречено. Все засекречено, все спрятано, все. В данном случае я хочу сейчас обратить внимание всех думающих людей и народных депутатов, ну, может, у кого-то там что-то заиграет, их там вот так вот, у кого может заиграть, ну, хай. Сегодня, когда генпрокурор представлялся, да, на трибуне, кстати, Зеленский по регламенту должен его представлять,
Но Зеленский, несмотря на тяжелейший обстрел, несмотря на то, что Трамп улетел с Канады и визит туда вообще теряет всякий смысл, он в Украину не возвращается. Поэтому, люди, будьте внимательны и бдительны. Может опять налететь ракетно-шахетная угроза, потому что наш Бубочка мандрует где-то. Так вот, цель опять не ясна, ну, мандруем. Нам расскажут о победе на G7, там, ну и так далее. Ну, так вот, Кравченку сегодня задал Гончаренко вопрос по ТЦК, что если вот будут, что вы будете делать с бусификацией, ну, с нарушением прав? Он говорит, если будут нарушения, мы будем вот тут. Так вот, у меня большущая просьба к действующим народным депутатам, к тому же Алексею Гончаренко. А задайте вопрос вот, по истории с волонтером, о котором мы с Александром сейчас говорим, с Волыни, да? По двум выпрыгнувшим с машины и разбившимся удивительно как-то. Вот. Ну и по каждодневным вот этим бусификациям, людоедствам и все. Задавайте вопрос. Не стесняйтесь. Если вам не хватает помощников, я могу помочь юристам. Любому народному депутату, кто готов направлять действующему заявление генеральному прокурору, запросы, я готов помочь юристам, чтобы это самое, чтобы составить все документы по... У меня есть мониторинг каждодневный всех преступлений ТЦК. Все, что есть, появляется в сети, подтверждено фактажом в виде видео, в виде свидетельств людей. У меня все это есть. У меня есть помощник, который это все систематизирует. Мы это все складываем. Сейчас, я думаю, запустим какой-то ресурс, чтобы это все хранилось. Ну, площадку какую-то. И я уверен, что рано или поздно это станет предметом следствия. Игорь Владимирович, смотрите, сейчас немножко меняются акценты, понятно, в гонке за жареными сенсациями. Ну, там Трамп щелкнул по носу Макрона, который прокомментировал его там, отъезд из Г7, да, ну и там есть подборка прям реальных новостей, что вот сейчас, короче, США вступает в войну, ну, в общем, и так далее. Но тут появляются другие уже материалы, немножко пена немножко осела, и вот, знаете, как говорят, ну, вот такое-то из изданий пишет о том, что, смотрите, да это он уехал, потому что он показывает свое отношение к этим всем людям. К вот этим всем саммитам, организациям. Более того, там же в конце месяца будет саммит НАТО. Так он там тоже приедет, окрутнется, чего-то выступит, посидит, засветится, сфоткается. Не будет дожидаться вот этих там нескольких дней, вот этих всех. Нет, развернется и улетит. К папе Римскому он ездил точно так же. Пришел, подарил 20 секунд или сколько, 17 секунд Урсуле фон дер Ляйен, посидел на стульчике с Зеленским и смылся. У него просто стиль такой, то есть поэтому не надо там сильно углубляться. Однако все-таки влияние войны на Ближнем Востоке, в Украине, недооценивать сложно. Потому что все зависит от того, насколько будет она длительна, разрушительна, всеобъемлюща. Пока идут дискуссии, там обсуждают, Макрон, например, против, что Нетаньяху говорит о том, что нужно аятоллу убить. Там, Трамп тоже вроде как источники говорят против, потому что сейчас понятный аятолла, а может прийти непонятный аятолла, ну и так далее. Да, вокруг этого многие не просто думают, а чего ждать Украине, кроме того, что весь мир перефокусировал внимание туда, и оружие будет идти туда, и все силы и ресурсы будут идти туда, а еще и о характере войны. То есть в этой войне воюют совершенно по-другому. Хотя вроде как, да, там вот четко надо уничтожить сионистский режим, а там надо аятолл уничтожить.
А у нас получается, на удивление, 3 года, но режимы друг друга как-то не уничтожают. Почему так? Смотрите, я думаю, что существует договорняк между Банковой и Кремлем. И мы частично от бывшего премьера Израиля слышали подтверждения о гарантиях, которые были даны, что не будут ликвидировать Зеленского. Вы помните этот момент. Мы не слышим никакой информации о нанесении ударов по правительственному кварталу, по районам, где живут наши элиты, так называемые элиты, мы сегодня об этом говорили. И также в ответ по Российской Федерации. Куда угодно, что угодно, любая спецоперация, но только не в отношении. Это наталкивает на мысли о том, что эта война не между элитами, даже, возможно, не между правительствами, а это война по утилизации людей. И мы видим то, что происходит на самом деле, это страшные вещи. Несколько слов о Ближнем Востоке и о том, что повлияет, не повлияет эта ситуация. Повлияет однозначно. Трамп улетел с G7 по нескольким причинам. Ну, во-первых, он к ним действительно относится, так как вы правильно заметили, по носику бам. Во-вторых, когда у него такая сложнейшая комбинация на Ближнем Востоке, а это для него лично вызов, это даже не Украина, где он там просто что-то рассказывал, это намного серьезнее, плюс до того надо не забывать, что между США и Израилем существует договор прямой военный. И Трамп подтвердил, что он будет его выполнять в случае необходимости. Он возвращается, как по мне, потому что либо существует угроза действительно применения ядерного оружия, либо какой-то согласованный план по смене политического ландшафта в Иране. Я не исключаю этого, потому что заговорили о ликвидации аятоллы. Мы знаем, что наследный принц где-то на Западе, находится, что, возможно, попытаются сыграть. Мы знаем о этом обращении, там, по-моему, 28 исламских стран о неприемлемости агрессии. Но при этом половина этих стран прекрасно воспримут изменения политического ландшафта в Иране. Еще и аплодировать будут. Им главное, чтобы Иран остался Ираном, исламским, а режим их этот даже меньше устраивает, чем, возможно, будущий. Это и саудиты, это и египтяне, это и Турция та же. Вот. Поэтому мы не можем судить, будем следить за развитием событий, но именно по возвращению, но знаково другое. Знаково другое. Улетая, Трамп не вспомнил возможную встречу с Зеленским, которую анонсировал Зеленский, и которую даже подтверждал Белый дом. А когда у него спросили о ночном обстреле, то он не смог прокомментировать, потому что ему не доложили. Он находился абсолютно в израильско-иранской повестке, плюс махал ручкой этим товарищам, и ему было не то самое, понимаете? То есть это демонстрирует, на каком сейчас месте в политике Соединенных Штатов находится российско-украинская война.
И это для нас очень опасно. Почему? Потому что то можно как угодно относиться к Трампу. И он далеко не святой, у него своих прибамбасов, ну, хватает, и всего на свете хватает. Но мы должны четко понимать, что так сложилось на сегодняшний момент, что Трамп пока остается, пока, опять же говорю, завтра все может измениться, единственной калиточкой в переговорный процесс Российской Федерации. Завтра это может поломаться, Александр. Все может, все снестись. К этому, кстати, идет. Я наблюдаю за процессами внутри команды Трампа, вокруг команды Трампа. Отмена переговоров российско-американских, ну, которые должны были состояться. Это не потому, что там в Украину, ну, влюбился Трамп, потому что некоторые наши пропагандисты эту отмену уже готовы, ну, и так продавать. Нет. Это и израильско-иранская ситуация, и каждый хочет выждать, и военная ситуация в Украине. Единственная калиточка Трамп, которая может гарантировать на мирные переговоры с сохранением украинской государственности и жизни миллионов людей. Вот это надо понимать. Мне говорят, так это будет, да, это будет очень плохой мир и несправедливый мир для многих украинцев. Но это будет мир, который, по крайней мере, будет гарантировать государственность и жизнь миллионам людей. И я исхожу именно с этой точки зрения, как украинский государство. Я отношусь к Трампу как к пути, по которому мы можем, пока можем пройти. Но эта калиточка или это окно возможностей, оно сужается, 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 и может наступить момент, когда оно будет закрыто. Об этом никто не хочет думать. Пишут мне некоторые люди, которые считают там себя патриотами, националистами, приходят, пишут. Это все чепуха, это все кремлевские нарративы, мы вот тут будем воевать, ну и побеждать, и все. Я говорю, ребята, а за последний месяц сколько километров квадратных территорий вы победили? А снимите розовые очки, ну вы ж мыслящие вроде бы люди, часть из вас на интеллектуалов претендует. И посмотрите, сколько тел мы передали, ну, Российской Федерации, и сколько мы забрали. Посмотрите, что происходит с нашей инфраструктурой после удара. И как даже супероперация «Паутина», которой, ну, аплодировали там все, ну, вы сравниваете? Вот сегодняшний удар «Паутина» по урону. Молчат. Говорю, вы хотите воевать до последнего украинца? До последнего метра территории? Тогда вы не националисты, тогда вы, ну, кто угодно. Вы не патриоты, потому что вам жизнь вашей нации, сохранение вашего государства не важно. И тут начинаются вот эти вот всякие качели. Я понимаю, что то, что произошло сегодня ночью с Притулой, с вот этим всем, это такой вызов системе, в которой они находятся, потому что они не зеленые, но они часть этой системы, которую, ну, зеленые выстроят. Сейчас надо скандал. Языковой. Не. Религиозный. Не. На исторической почве.
Вот, Александр, следите за руками Шулера. Уже отследили. Черновцы, захват храма. О, В этот же день Черновцы, захват храма. Причем там побили батюшек, побили... Духовского или какой-то побили прихожан, побили батюшек. Понимаете, в чем дело? Ну, то есть, вот оно уже. Вот здесь уже. То есть, все понятно. Но вы когда говорите о вызове системе зеленых, это же, ну, это вызов народу. Ведь когда очередное сердце там, или сердца украинцев сжимаются, которые смотрят на там, трагедию уже в возрасте пары, которая уже не родит детей по возрасту, да, то есть она уже, ну, это утрата навсегда, и всех как бы жалко, но должен же от сердца там до мозга недалеко. Нужно же уже наконец-то осознание, что войну надо прекращать. Нужно заканчивать ее. А вы не успеете осознать. Там он храм захватывают, у москалей отбирают. Вы одни аплодируете, вторые возмущаетесь, вцепитесь один одному в чубы, таскайте один одного. А там он Верка Сердючка на русском поет. А там вот Шухевич герой, понимаете, он нацистский преступник, а там коммуняка Колпак. И Лобановского сносят. Да, и Лобановского сносят. И давайте вы побьетесь, а мы будем на фортификациях бабки делать, на дронах бабки делать, Вы посмотрите, вы заметили, что с инфопространства выпал Давид Георгиевич Арахамия? Давно уже, кстати, да. Просто вот был и нету. Его гоняли, его выпороли, запретили ему рассказывать. Он говорит, так хоть схемки верните, зарабатывать дайте. Говорят, возвращай сам. Он нанял там провладных товарищей, которые там, тут канал Джокер, Кровец этот со «Слуг народу», со списка, к нему, кстати, список подходит, помогатель, который админ телеграм-канала Джокер. И они давай махать этих поставщиков дронов нынешних. Честно, что одни, что другие, одно поле ягоды. Но вопрос же в другом. Борьба же идет, надо просто в корень смотреть. Борьба идет не за качество дронов, не за скорость поставки, не за это. Борьба идет за денежные потоки. Давида Георгиевича в Словакии вместе с партнером заводик, который дроны выпускает. А его с потоков выкинули, представляете? И так во всем. А нам рассказывают о храме, о мове, о Шухевиче, Колпаке, ну, каждому там. Ты же понимаешь? Ну, это ж я наблюдал за этими вот движениями, понимаете, ну, на полном серьезе прийти в Сумскую область, я знаю этот случай, и рассказывать о том, что там вот тут будет памятник Роману Шухевичу. А одновременно, нет, так послушайте, а одновременно припереться на Волынь и рассказывать, что эту школу мы должны назвать именем Сидора Артемовича Колпака. Но это для чего делается? Это специально же делается, вы же понимаете? Это делается специально, потому что любому здравомыслящему человеку очевидно, что на Сумщине Колпак всегда будет почитаться как герой, а на Волыне Шухевич, понимаете? Ну, по-другому не будет, разная страна, разная. Понимаете, это пользуются этим и ее и раздирают, и все. А посмотрите, написал друг мой очень, Влад Сидоренко, очень интересный пост. Заметил такую очень интересную историю. Это как раз в контексте Лобановского, там, вот этих всех вещей. Вы же видели новую купюру 1000 гривен? Нет. Новая купюра 1000 гривенная, на ней академик Вернадский. Ну, он и был. Да.
Так я же говорю, ну, она просто обновлена, так ее сжечь надо, уничтожить. У всех, у кого есть. Отобрать и уничтожить. Почему? Потому что академик Вернадский народился в Петербурге, умер в Москве. Потому что академик Вернадский разговаривал на русском языке. Потому что академик Вернадский, кроме Академии наук в Киеве, при гетмане Скоропадском, очень много времени провел в России и имел награждение. Действительный статский советник Российской империи, на секундочку. Декоммунизировать или дерусифицировать не хотите? Соберите денежные купюры и сожгите все. Ну, проспект переименуйте. Академию, библиотеку. Ну, понимаете, да? То есть маразм доходит до того, что когда смотришь на то, как люди страдают, потеряв жилье, не хотят эвакуироваться в норах, живут не потому, чтобы остаться под противником, а потому что некуда. Потому что понимают, что тебя выкинут просто, а тут, может, хоть хатка уцелеет или погреб под нее останется. В это время мы выделяем там такую-то сумму на мовного омбудсмена, который ходит и охотится за Веркой. Понимаете? И не отрабатывает, да, то, что на него выделили. Выделили 11 миллионов, отработал 200 тысяч. Верку гоняет, которая на то же ЗСУ собрала денег больше, чем он, как вы говорите, отработал. Понимаете? Ну, вот страна кривых зеркал, в которой Вернадского можно на купюру, а Лобановский был не такой. За Веркой будем бегать, вне зависимости, чем она занимается, ну, вернее, он, Андрей Данилко, в жизни, и как помогает там и вооруженным силам, и стране. А Притула будет чуть ли не национальным героем, и пох, что он навел на национальное достояние в виде НАУ удар, который сегодня ночью был. Вот так и живем. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо дорогим зрителям. И не устану повторять. Давайте все вместе сделаем нашу страну все же великой, несмотря ни на что, мирной и процветающей. И будем жить. Друзья, добра и света. Увидимся.